Patrick, thank you again for staying till the end. Спасибо большое за то, что остались с нами до конца. I'd like to talk to you this afternoon about recording electrocoagulography via the advanced bionics cochlear implants. Пади хочет рассказать про использование электрокохлеографии с использованием имплантов Advanced Bionics. So, why record ECoG? We might want to give some feedback to the surgeon to improve their insertion technique and reduce trauma. Электрокохлеография помогает, по крайней мере, хирургам обточить свою технику введения для меньшей травматичности. We can also estimate the health of the cochlea to give guidance on how a person might progress. Мы также можем понять, благодаря такой технике, какой будет прогресс у пациента. And this can also help with fitting, especially EAS. Данные электрокохлеографии можно использовать для настройки, в том числе для электроакустической стимуляции. Advanced Bionics in 1991 developed a back telemetry channel for cochlear implants. Advanced Bionics впервые использовал двунаправленную телеметрию в 1991 году. We built on electrode impedances, then ECAPs, and now we deliver electrocoagulography. Благодаря этой технике стало возможным записывать сопротивление, мерить NRI, и теперь с помощью него можно записывать электрокохлеографию. This is the system we use to record ECoG. Вы видите схему, благодаря которой записывается ECoG. There is an acoustic sound source in the ear canal. Имеется микрофон, который вставляется в наружный слуховой проход. We do not stimulate electrically. Мы не стимулируем электрически имплантом. But we record the electrical activity from inside the cochlea. Мы только записываем с помощью апикального электрода в улитке. All the other equipment, the implant, headpiece, sound processor, are the same as the clinical system. Все остальное оборудование — это стандартный набор: сам имплант, головной передатчик, речевой процессор и программатор. Here are some data from Fitzpatrick et al. In the United States. Здесь вы видите данные с работы Фицпатрика из US. The ECoG recorded from the promontory before implantation is shown on the x-axis. По оси X вы видите данные записи промонтариального теста перед операцией. The score 6 months after surgery on monosyllabic words is shown on the y-axis. По оси Y вы видите результаты речевой аудиометрии, так скажем. The correlation is very high, with almost half of the variants explained. Проверка была через 6 месяцев после имплантации. Вы видите очень хорошую корреляцию. Чем лучше запись, тем лучше результаты теста. This slide shows the difference between recording outside of the cochlea with the small waveform and inside the cochlea with the large waveform. Кривая линия показывает, что мы видим, когда записываем промонтариальный тест снаружи улитки, и большие, более высокие амплитудные волны показывают запись изнутри улитки. We get a much better signal when we can record using the implant. То есть с помощью импланта можно записать гораздо более амплитудные сигналы. This video will show how things progress during a surgery. На видео вы увидите, как происходит во время операции мониторинг. It's a high focus mid-scala electrode array being inserted. Это операция с использованием High Focus Mid-Scala. On the x-axis is time as the electrode is inserted into the cochlea. По оси X отмеряется время с момента начала введения электрода в улитку. Stimulation has already started. Стимуляция акустическая уже начата до этого. On the y-axis is the amplitude of the cochlear microphonic. По оси Y вы видите амплитуду микрофонного потенциалов. This grows quickly as the electrode tip gets close to the generator sides.
Вы видите, кривая начинает резко возрастать, когда мы подходим близко к стимулируемым участкам. It is stable when the electrode ray is now stable. Это сейчас стабильный показатель, потому что электрод больше не движется. And we can see a little more movement as the surgeon packs the cochlea. И мы видим опять начало роста, когда электрод снова в движении. In this slide, we see sometimes that the cochlear microphonic drops in level a little bit. На данном слайде видно, что позже, после еще до момента полного введения, микрофонный потенциал снижается. And here the surgeon can change the angle or withdraw the electrode ray to ensure that the ECoG signal stays high. В такие моменты хирург просто-напросто крутит электродную решетку, либо какие-то манипуляции делает до того, как микрофонный потенциал начнет снова писаться с прежней амплитудой. In this slide, we just show that we can acoustically stimulate the cochlea at different levels and extrapolate to find the threshold of the cochlear microphonic. С помощью ECochG, если мы будем стимулировать улитку с помощью разных по амплитуде сигналов, мы можем экстраполировать данные ответы и обнаружить порог. When we plot the extrapolated thresholds at each frequency, on the plot they are the diamonds. Идя дальше, если мы теперь проверим несколько частот и найдем пороги, мы можем на графике это все увидеть аудиограмму. And these compare with the behavioral hearing levels that are shown in green. И вы видите, как это хорошо коррелирует с субъективными ответами пациентов после операции. The correlation, as you can see, between the black and red lines is very good. Также видите на этом графике, как индивидуально для нескольких пациентов, хорошая корреляция между черным и красной линией. And when we plot all of the data of the audiogram against the predicted audiogram, there's a very high correlation with an R of 0.835. Если опять же это все разместить, все точки на одном графике, то получится очень хорошая корреляция результатов телеметрии и субъективных тестов. We can also look at bone conduction and air conduction stimulation of the cochlea acoustically and measure ECoG. Сравнимые данные получились, когда начали проверять и в том числе с помощью костной проводимости. And in both cases, for these three subjects, they agree very well. The electrocardiography correlates very well. И, например, вот для этих конкретно трех пациентов вы видите очень хорошую корреляцию как между костной проводимостью, так и по воздуху. One other application is to be able to stimulate the cochlea with, for example, 250 Hz on the blue line. Еще одно применение, если мы начнем стимулировать с помощью разных частот и записывать разными электродами. And at them we can measure ECoG from all of the electrode sites, all of the 16 electrode contacts. Например, стимулируя частоту 250, синяя линия, мы можем записать микрофонный потенциал с помощью всех 16 электродов и увидеть, где есть пики, где их нет. For 250 Hz, we get the activity mostly at the apex. И мы видим как раз 250 Гц, максимальная электрическая активность происходит на апикальных электродах. For 2000 Hz, it's mostly at the base. А 2000 Гц ближе к базальному завитку. Very quickly, a few more slides. We have an application to find the electrodes which are in the scala tympani or the scala vestibuli looking at the phase.
Данный тест показал свою способность определить положение электрода, в том числе определить положение его в вестибулярной лестнице или в тимпанальной лестнице. And then in summary, all of the cochlea are very different. Выводы практически улитки на самом деле вариабельны по своим характеристикам. The surgeon is effectively blind to the electrode insertion. В большинстве случаев хирург по сути слеп при введении электродной решетки. ECochG can give some real-time feedback to help the surgeon's technique. ECochG может дать вот недостающую информацию для того, чтобы оттачивать свою технику. Post-operatively, we have nice correlations with ECochG and performance to help plan rehab. После операции мы уже имеем данные, во время операции мы уже имеем данные о потенциале развития данного ребенка, пациента. We can analyze which electrode contacts may not be in the scala tympani to help with programming. Мы с помощью ECochG также можем определить реальное расположение электрода и на основе данных улучшить настройки. We can also then look at the interaction between electrical and acoustic stimulation. Мы можем видеть взаимодействие акустической стимуляции и электрической активности. And this opens many research applications. И это открывает очень много возможностей для дальнейших исследований. And in the end, I say thank you or спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. We have question. Tell me, please, are you considering this recording as cochlear microphonic or it's neurophonic? That's a It's first. And second, when you were speaking about electrocochleography stimulating electrodes, it's not a response of surviving hair cells, it's response of single auditory nerve fibers. So it's electric stimulation and acoustic stimulation, a little bit different. okay. That's a very good question and a difficult question to answer shortly. Это очень хороший вопрос, и на такой вопрос очень сложно коротко ответить. Here we're speaking about cochlear microphonic, mostly cochlear microphonic, and a little bit of neurophonic. We can discuss maybe later the details because there are some important detail differences. В данном случае мы говорим в большинстве своем, что большая часть это микрофонный потенциал и чуть-чуть электрофонный потенциал нерва. But a very good question, and we can discuss. Да, такой вопрос лучше обсудить в кулуарах дальше. So, Thank you. again.